Итак, мы набрали слово buy. И теперь запустим его на выполнение. И вот мы вышли в режим калькулятора. Видно, что в регистре X находится число 4, которое находилось на вершине стека. В регистре Y число 3, которое было вторым числом под вершиной стека. Давайте пошлем число 1111 в регистр Y, и в регистр X наберем число 2222 и нажмем клавишу SP. Вот оно, SP. Можно убедиться, что верхние две ячейки стека изменились. Перейдем в десятичную систему счисления. Тесты официально закончились. И можно увидеть, что в десятичной системе счисления действительно то, что мы ввели, в стеке и оказалось. Поэтому словом buy можно пользоваться как точка остановки. Выйти в калькулятор, что-то посчитать, что-то изменить, что-то проверить. И потом, если вы не меняли указатель счетчика команд, то клавиша SP вернет вас в среду эфорта. Или можно запустить ее с самого начала, как мы это делали. Тогда, конечно, стек сбросится. Есть еще одна особенность этой реализации эфорта для МК-161, которую я готов продемонстрировать сейчас. Тоже над ней работаю, есть там что улучшать. У МК-161 существует разъем, по которому он может подсоединяться к компьютеру или другому МК-161. Я запустил второй эфорт, он тоже откомпилировал свою кратенькую начальную программку. И можно видеть, что оба калькулятора соединены через последовательный порт и переходник между ними. Команда вывод на ИО это команда новая, реализованная специально для электроники МК-161. И вот мы ее запустим на двух калькуляторах. Кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле все, что мы теперь набираем на клавиатуре одного калькулятора, отображается на экране другого. И наоборот. Более того, клавиатура, которая разработана мною для электроники, она позволяет вводить разные специальные символы. То есть, допустим, кнопка «Ввод» понятно, что делает.
а кнопка вот эта вот D, она называется K, работает как кнопка Ctrl. Вот. Можно перейти на следующую строчку. Здесь сделаем то же самое. Но мы здесь уже на следующей строке. То есть команда вывод на IO это превращает eFort в терминал. Все, что мы набираем на клавиатуре, выводится в порт RS-232, и все, что принимается по RS-232, оно отображается на экранчике нашей электроники. На самом деле, вот этот вот вывод на IO требует параметра. И этот параметр слово, которое находится на вершине стека. Вот здесь, когда мы дали команду вывод на IO, на вершине стека находился 0. И 0 это код клавиши для выхода из терминала. Можно ввести клавишу по ее коду. Для этого мы в режиме num нажимаем FK и после этого шестеричный код клавиши. 0,0. И вот мы вышли. Конечно, это нехорошо. И нам об этом сказал eFort, что мы считали вот это вот элемент стека 0, который мы туда не записывали. Произошло исчерпание стека, но оно сработало. Последняя возможность, которую я сегодня собрался продемонстрировать этой системе, это то, что мы можем переназначить не только ввод в компорт, но и вывод. То есть, если мы на этом калькуляторе, где мы вернулись из терминала, наберем из IO, то на другом калькуляторе мы получим приглашение с предыдущего соседнего калькулятора. То есть мы вошли на калькулятор через последовательный порт и можем проверить, допустим, 11 умножить на 33. Что получится? Получится 363. Это все сосчитано на левом калькуляторе. Ну, точно так же мы можем набрать слово words. И вот оно пойдет все эти слова передавать нам по последовательному каналу. Давайте это остановим. Все это, к сожалению, не так быстро работает, потому что последовательный порт здесь полудуплексный, он не может одновременно передавать в обе стороны. И когда очень много выводится в одну сторону, надо как-то передать информацию в паузах обратно. Но нам удалось все это остановить. Нас соседний калькулятор услышал. Давайте попробуем провести тест 1.
через последовательный порт. И вот он, как видите, сработал. То есть калькулятором можно пользоваться удаленно через последовательный порт. Можно подключать его к компьютеру. Я не пробовал, правда, это. Но теоретически можно ходить с компьютера с большим экраном, с хорошей огромной клавиатурой привычной и программировать на eForte этот калькулятор. Ну и наоборот, пользуясь вот этим программным терминалом, можно ходить с калькулятора на, допустим, Linux, выходить даже в интернет с калькулятора. Это мечта многих в интернете. В общем, возможности, конечно, захватывающие. Большое количество возможностей. Обратно вернуть управление на клавиатуру. Можно с помощью слова «кон». Обратите внимание, эти все новые слова в маленьких буквах. Они не устоявшиеся. И вот можно посмотреть, что левый калькулятор отвис, управление вернулось на консоль. Консоль — это клавиатура плюс экран. И у нас в стеке числа 1, 2, 3, 4 как раз результат работы тест 1. Слово, которое было определено через последовательный порт. Если мы сейчас на этом калькуляторе посмотрим слова, то можно видеть, что кроме слова «hi» — приветствие, у нас еще определено слово «тест1». Я написал статью, которая немножко вдается в устройство этого eForte. И надеюсь, что вы эту статью в интернете найдете. Ее адрес я помещу под этим видео. И что она вам окажется интереснее. Если так, то